is nothing you can do that I have not already done to myself. There is nothing you can do that I have not already done to myself. There is nothing you can do that I have not already done to myself. Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Мария, и это мой видеоблог. Тут вы сможете узнать о всяких таких замечательных вещах, как косплей, аниме и другие тому подобные вещи. Буду надеяться, что вам будет интересен и приятен мой блог. Господи помилуй, кому может быть интересно блог с такой интонацией? Ладно, я надеюсь, вы не приняли эту шутку всерьез. Я не знаю, как люди выдерживают говорить так больше 10 секунд. Если серьезно, добро пожаловать. Меня действительно зовут Мария, я действительно косплеер. Также у меня есть псевдонимы, такие как Феня и Феникс Фаталист. Я долго думала о том, что я могла бы рассказать людям, то, что могло бы быть полезно, оригинально и достаточно интересно для того, чтобы выдержать видео больше 5 минут. Я не хотела говорить о каких-то вещах пустых и неинтересных, поэтому выбор мой пал на тему, которая по сей день актуальна для многих. Это мой экспериментальный цикл отчетов об иностранных аниме-фестивалях. Не, чуваки, тут не будет нелепой музыкальной нарезки, я обещаю, серьезно, тут будет что-то полезное. Если серьезно, ребята, то здесь я постараюсь максимально подробно рассказать о том, как доехать до фестиваля, как принять в нем участие, какой досуг может предложить каждый конкретный ивент для своих посетителей, а также другие вещи, которые могут быть интересны русскоговорящему населению Рунета и которые стоило узнать перед тем, как отправиться на поиски приключений. Начать, в принципе, этот цикл я хотела бы с фестиваля, который проводился еще в апреле, да, очень своевременно, да, на дворе июнь, я знаю. И тем не менее, рада представить вам мой отчет о Полиманга. Свои замечания, комментарии и отзывы, а также вопрос о том, зачем я вообще во все это ввязалась, можно оставлять прямо под этим видео. Я действительно буду рада любым конструктивным предложениям. А теперь время начинать. Начну. Да как есть, так и начну. Мы подъезжали к городку, раскинувшегося в преддверии суровых альпийских гор. Кабриолет уверенно мчался по горным дорогам, и мы наслаждались прекрасным видом затерянного альпийского городка. Ну, не совсем. Было очень ветрено и дождливо. В кабриолете не хватало места. Мы упирались затылком в крышу автомобиля, а впереди виднелся так называемый пенсионерский рай, город Монтрё. Стоит отметить, что сама по себе Швейцария – это уже рай для любителей тишины. Тут жизнь спокойно и размерена, уровень жизни выше, чем в остальной в Европе. Чего еще для счастья надо? Но Монтрё в этом плане является просто квинтэссенцией спокойствия. Этот город известен в первую очередь благодаря джазовому фестивалю, проходящему в начале июля. В остальное же время это место навевает покой и даже некоторую скуку. Осмотреться стоит замок Шилен, причем вне зависимости от времени года. Он правда прекрасен. Также Монтрё известен памятником Фредди Меркьюри и фактом проживания здесь нескольких известных личностей, таких как Набокко. Словом, ничего особо интересного. В остальном тишина и спокойствие, если не считать начало апреля. Чтобы добраться до Монтрё от Киева, следует потратить около $300. В две стороны, конечно. Билеты лучше бронировать за месяц-полтора. У большинства авиалиний давно действуют правила. Чем раньше ты покупаешь билет, тем меньше платишь. Также в предварительные расходы обязательно следует включить расходы на визу. Лучше всего ее оформлять во французском посольстве. Тут расходы меняются в зависимости от того, сами вы берете за оформление или доверяете дело турагентству. В среднем оформление стоит $150. Полиманга по праву считается одним из самых больших конвентов Швейцарии. Сюда съезжаются люди со всей страны. Учитывая, что страна разделена на два равноценных кантона, говорящих на разных языках, это дорогого стоит. Место проведения – огромный экспоцентр, расположенный прямо на берегу Женевского озера. Невероятные виды и красивые репортажные фотографии входят в комплект. Средняя посещаемость Полиманга в этом году составила 35 тысяч человек. В это легко поверить, когда видишь эту огромную очередь. И смотрите, какие они довольны! В Европе такие очереди являются нормальной практикой, хотя совсем не уверена, что я смогла бы столько выстоять под дождем. На свою удачу мы смогли пройти как ассистенты, чему я, по правде говоря, безумно рада. Впрочем, плату за вход никто не отменял. За 4 дня мы заплатили около $60. Многие упрекают этот конвент в обилии мерчендайза. Тут проводится огромная ярмарка для любителей гик-культуры, занимая при этом целый этаж. От себя могу добавить, тут и без этого есть на что посмотреть. Вот мой личный топ интересных точек, которым стоит уделить внимание. Первое, пожалуй, это караоке-зал. В отличие от классических фестивалей, к которым мы привыкли, здесь не допускается использование микрофонов при выступлении, только фонограмма.
Здравой альтернативой этому является соревнование караокеров. Оно проходит в специальном зале, где имеется большой экран, проектор и микрофоны. Спектр предлагаемых участниками песен довольно широк, но при желании можно принести свой собственный трек, с этим нет никаких проблем. Запись производится прямо на месте, нет необходимости подавать заявку заранее. Стоит отметить, что, конечно, качество звука не так хорошо, как хотелось бы, да и ведь и поют чаще всего не профессионалы. Впрочем, призы достаточно весомые, иногда в прямом смысле. Вторая точка, которой мне хотелось бы ответить, это художественный бокс. Но в западных конвентах мне нравится то, что спектр художников здесь никогда не игнорировался. Они являются полноценными участниками конвента и имеют ряд собственных внутрилокальных ивентов, рассчитанных на разнообразного зрителя. Здесь можно купить артбуки, принты, тематические сувениры, посмотреть и послушать лекции от известных художников. А, да, кстати, тут действительно можно встретить известных людей. Пример тому Яя Хван. Ну, кто не знает эту американскую модель с немецкими корнями? Ее работа известна всему миру, а качество костюмов всегда вызывает восхищение. Здесь мы имели возможность наконец увидеть ее вживую. Ну, кстати, да, она передавала вам привет. Hi, I'm Yaya Han, and I want to say hi to all the cosplayers in the Ukraine. I hope you guys have lots of fun with cosplay and enjoy this creativity, and I hope to see you one day. Да, кстати, если вы хотите поддержать своего любимого художника, лучшим способом сделать это будет покупка его работы. Но если диджитал-исполнительная заставит вас 300 раз изменить свое мнение, то здесь и сейчас вы можете приобрести как отдельные принты, так и собрание фотобуков. Принт становится в среднем в 1-2 евро, не более того. Но если же вы берете сборных альбомов, то это может стать вплоть до 50-70 евро за один экземпляр. Третьим пунктом нашей обзорной экскурсии является мерчендайз. Полиманга неоднократно упрекали в том, что ярмарка здесь слишком уж велика, вытесняя почастую другие досуги. Ну, если честно, как по мне, тут всего прям-таки достаточно. Товары на любой вкус и цвет. Сознавая, что продажа сувенирной продукции является основным источником дохода, устроители не пожалели для нее места и возможностей. Чаще всего тут продается заводской товар, но можно найти и хендмейдеров. Правда, цены у них совсем другие. Ну и да, кстати, важный момент. Тут можно расплачиваться карточкой. Как по мне, большое удобство. Иногда, доходя до банкомата, ты резко передумываешь менять дензнаки на очередную плюшевую ламу. Но если вас все-таки соблазнили эти милейшие сувениры и вкусная еда, готовьтесь потратить от 10 евро и выше. Именно столько стоит самый простой сувенир. Ну, или полноценный обед. Четвертым пунктом экскурсии являются игрозоны. Чаще всего их обустраивают игровые представительства. Здесь вы можете затестировать новые игры, посмотреть анонсы грядущих событий, а также попробовать новые консоли и новые игровые приставки. Существует ряд консольных панелей, представленных на ивенте, от старых добрых PlayStation 3 до последних разработок, типа тех же интерактивных таверн в Hearts of Stone, которые дошли до нас относительно недавно. Кстати, как вам эта игра? У меня лично все руки не доходят, потому что, говорят, штука интересная. На момент проведения ивента, апрель 2015-го, тут были представлены такие игры, как Blue Dawn, Far Cry 4 и еще несколько топовых игр. Не обошлось и без футбола и финалки, как же иначе. Отдельно от консоли стоял игровой танцевальный автомат. Он был бесплатный и собирал вокруг себя кучу народа. Вот вам еще один повод посверкать на сцене. Конечно же, не стоит забывать о такой вещи, как косплей-шоу. Какой конвент можно представить себе без этого мероприятия? Многие приходят специально для того, чтобы увидеть это действо. Подчастую оно поражает воображение зрителя. Впрочем, есть и свои отличия. Здесь ежедневное шоу длится не более 1,5 часов и собирает полный зал зрителей. Так, например, вам нужно стоять в очереди около 3 часов, чтобы занять хорошие места. Терпение дорогого стоит, не правда ли? Отдельно на Полиманга проходит отборочный тур для участия в таких международных конкурсах, как Euro Cosplay Gathering и классический Еврокосплей. Впрочем, обычные призовые места никто не отменял. Я, пожалуй, немного прервусь и расскажу о том, как можно подать заявку на Полиманга. Как косплеер я понимаю, что для многих из нас это очень важный и интересный аспект. На самом деле вопрос записи на конкурс имеет только одну сложность – она проводится на французском. Но в принципе современные технологии позволяют вам понять, что к чему, пользуясь исключительно интуитивным интерфейсом. Будьте готовы представить в жюри референсы вашего персонажа, безусловно, трек для выступления, а также ряд фотографий того, как вы создаете костюм. Важным отличием для европейских конвентов является то, что здесь костюм должен быть хотя бы на 50% сделан вами, либо же при помощи друзей и родственников, либо же самостоятельно.
Запрещено участие в покупных костюмах или костюмах, которые были сделаны целиком и полностью на заказ. Приложение руки является обязательным. Если же вы хотите поучаствовать в более серьезных отборочных турах, то будьте готовы к тому, что костюм должен быть сделан вами совершенно самостоятельно. Допускается не более 10% покупного материала. К таковым обычно относят пайки, линзы и тому подобные вещи. Ну, на самом деле, если вы хотите найти быстро и легко запись на конкурс, то лучше всего отслеживать новости на официальном сайте. Там же можно записаться на конкурсы, проводимые для художников. Интересное дело. Вопрос получения аккредитации я, честно говоря, не уточняла. Каюсь, но постараюсь узнать это для вас в следующий раз. Конечно, далеко не все, чем могли порадовать зрителей швейцарские организаторы, было представлено выше. Так, например, отдельного внимания заслуживает школа джедаев и косплей-бокс. Первый является реально действующей организацией. Ребята берутся обучать детей и взрослых азам фехтования и отбивания лазерных лучей при помощи световых клинков. Лазеры, конечно, не то чтобы очень опасны, но ведь люди пока еще только учатся. Да, и коллекция мечей прекрасна. Кроме того, ребята ставят профессиональные постановочные бои. Как по мне, такая школа не будет лишней. Второе лично для меня было вообще чем-то новаторским и очень интересным. Перед группой опытных косплееров была поставлена задача собрать костюм перед любопытствующей публикой за 4 дня, и они справились с поставленной задачей. Возможно, помогла им в этом атмосфера. Будучи окруженной таким количеством разнообразного крафта и костюмов, даже я захотела к ним присоединиться. Ссылку на косплееров прилагаю в описании видео. Их работы действительно достойны того, чтобы быть увиденными. Подводя итоги, я могу сказать, что это действительно было интересно, несмотря на ряд замечаний, предъявляемых к организаторам. Было на что посмотреть, было чем заняться и было банально что прикупить. Я надеюсь, в следующем году также посетить этот ивент и повидаться с друзьями, которыми я обзавелась за время поездки. Ищу себя надеждой, что, возможно, смогу встретить там из вас. До скорой встречи, до следующего отчета!